ЛЛ. Здравствуйте, Слава, здравствуйте. Регулярно смотрю ваши видео, вдохновляюсь и прислушиваюсь к вашим советам. У меня вопрос об отношениях. Тональное – это ясно, светлее, темнее. А цветовые отношения – это только тепло-холодность или еще что-то? Ну, насыщенность, конечно. Это просто условно делить на тепло и холод. Проще всего. Но ведь можно делить и зеленоватые отношения, розоватые, да? Или коричневатые, желтоватые, зеленоватые, ну, короче, на нюансах все, да? Вы выстраиваете. Главное, что здесь приблизительно выстраиваете цвет, не в лоб. Вот это большая, на мой взгляд, ошибка. Если вы списываете пейзаж и пытаетесь взять прям тот цвет, который вы видите. Ну, сейчас продолжу, дочитаю вопрос. Меня понесло. Я самоучка, если не считать ДХШ, но там что-то не очень учили. Не рисовала лет 30, а сейчас не могу без этого. До масла еще не добралась пока пастель. И сухая, и масляная. И очень часто просто нет мелка нужного оттенка, а замес не сделаешь. Как в этом случае выдерживать цветовые отношения? Растирать чем-нибудь, придумывать, что-то менять, помогите советом. Буду благодарна. Еще интересно, как вы относитесь к масляной пастели. Это не мой материал, я совершенно ничего в нем не понимаю, просто не умею. По вашему мнению, с ней можно делать что-то серьезное, или она для дилетантов и трусих, как я? Ну, вы не трусиха, вы же письмо написали, ЛЛ. Но пробуйте, поскольку не мой материал, ничего не могу сказать об этой масляной пастели. Что касается, значит, вот этих сложных тональностей, когда вы не попадаете, попробуйте все-таки писать укрывистым материалом, ну пусть не маслом, но, ну, я не знаю, акрилом темперой. Вот темпера мой любимый, но даже если я бы акрил не брал, а гуашь профессиональная, да, художественная, и темпера. Вот этими материалами попробуйте. И один совет, ну, в баночках продается гуашь, а темпера в тюбиках, как масляная. Выдавливаете темперу на палитру, например. А если это гуашь, то есть такие специальные мастихины, кругленькие, как ложечка. Ну, или ложечку возьмите маленькую, десертную, какую-то такую чайную. И ей зачерпнуть тоже на палитру, чтобы у вас на палитре лежали, значит, цвета. И не нужно в банку чистого цвета залезать кисточкой, вы нарушаете цвет. А выложили все, и ну, так будет правильнее. Чище цвет будет, можно добиться. Ну и вот по поводу приблизительности в цвете, вы берете какую-то гамму, условно говоря, ну, зеленую, не знаю, и близко все к этим зеленым, ну, если это, вот сейчас пейзаж, да, писать зеленый, много же зелени. Ну и шуруйте всяческие нюансы. Темно-зеленый, светло-зеленый, средне-зеленый. В этой гамме разворачивать диапазон тональных отношений, а в цвете приблизительно. Или можно, видите, зеленое дерево, а вы берете там, я не знаю, через ультрамарин, плюс, я не знаю, какая-то там капут-мортум или красная, чтобы он был не прямой такой ультрамарин, да, более сложный. И через этот сложный цвет вы входите в картину и движетесь дальше, уже по тону, понимая, что вы взяли не в лоб цвет. Вот выдерживаете эту гамму сложную какую-то, она может быть совершенно различная, и мозаично выкладываете отношения тональные, а в цвете приблизительно. Ну, вот такой совет. Тайчи, видимо, 46-19. Чтобы заниматься искусством, нужно мужество, выдерживать критику, неудачи и так далее. Где его взять? Только из любви к творчеству? Так у вас же даже ник Тайчи. Но это же равновесие. Вы как бы по гребню крыши идете, слева обормоты, которые ругаются, справа хвалят, а вы по центру идете. Если вы будете на тех обращать внимание, на злобных, или на этих, вы просто упадете. Вы должны быть центрированы, не обращать внимания ни на похвалу, ни на ругательство. Ну, тайчи же. И тогда в этой мудрости сила. То есть, ну чего обижаться, например, на собаку, которая по улице бежит и гавкает. Ее природа такая, облаивать всех.
Или почему я должен поддаваться на какую-то лесть или какие-то хвалебные слова в мой адрес? Ну, тоже центрированно. Вы же сами себе лучше знаете свои там ошибки, какие-то у вас что-то там не получается, или какие-то идеи, которые вы реализуете. Вам все равно, что говорят о вас люди, у вас свои цели, свои планы, вы себе знаете цену лучше, знаете свои ошибки, свои удачи, неудачи, достоинства и недостатки. Друзья, может быть, вы что-то скажете, где его взять, вот это мужество? Может быть, есть еще какие-то мнения, не обязательно же в тайчи залезать. Ну, просто ник такой. И аватарка в наполеоновской шляпе. Ну, вы же Наполеон. Как мужество, да, оно в природе вашей. Вот по факту вашего рождения вы уже мужественно преодолеваете все события, которые по жизни встречаются. Это и есть жизнь. Преодоление их делает нашу жизнь более счастливой, более красивой. А где его черпать, да? Но, может быть, действительно вы правы. Если посмотреть на великих художников, какие они сделали произведения. Ну, любого возьмите, Поленова, посмотрите его «Христос и грешница». Это же, я не знаю, там 20 метров, наверное, картина в ширину. Ну и в высоту, будь здоров, 5, наверное. Ну, я могу ошибаться, но сколько там фигур. Это же труд, громаднейший труд. Причем его, по-моему, сестра попросила Василия Поленова, чтобы он завершил эту работу, чтобы не бросал ее, а сделал. И вот он выполнил свое обещание. Уж не знаю, сколько лет он над ней работал, но это труд огромный. Так что, может быть, они наши вдохновители, вот те художники, которые положили свою жизнь на алтарь искусства и несли это знание нам и красоту мира, своего восприятия будущим поколениям. User RX, вы с Бато такие чистенькие, любо-дорого посмотреть, а я после работы весь в краске, по уши буквально. А вы тряпочкой, наверное. В чем дело? Тряпочкой, наверное, кисточки вытираете, а я салфеткой бумажной. Но можно туалетной бумагой, тоже хорошо. И чистые руки. Если у меня они мажутся, я их тут же вытираю. Ну, если запустить это дело, можно действительно по уши измазаться. Может, я не понимаю в живописи что-то главного. Девушка в саду пронзила сердце, красивое, но холодное. Наглядная демонстрация принципа теплохолодности в живописи. Ну, это ладно. Значит, как по уши? Значит, я беру кисточку, вот мне ее нужно помыть. Я окунаю ее в растворитель, и в другой руке у меня всегда туалетная бумага, либо бумажное полотенце. Мне бумажное полотенце больше нравится. И в бумажное полотенце раз, пошуровал ее, вытер, все, она чистая, еще раз можно. Ну и если хорошее бумажное полотенце, там трехслойное, то руки чистые бывают, все нормально. Ну, такое предложение. Друзья, если кто-то из вас пропустил вебинар, на котором я рисовал женскую модель в профиль и показывал, демонстрировал вам курс из 8 уроков, где детально мы будем изучать, уже начался курс, уже студенты, коллеги работают, детали нос, ухо, глаз, губы, потом все это вместе компонуем в сложные ракурсы человека, рисуем с разных сторон. В общем, такой детальный, углубленный курс, как рисовать сложную форму в пространстве. Научившись рисовать портрет, даже если вы никогда не рисовали портрет, не бойтесь, потому что все в том, как в сложном увидеть простые формы и научиться их конструктивно собирать, конструктивно строить. Ну вот над этим предлагаю поработать, и потом, изучив конструкцию, будет легко рисовать, писать живописные произведения в любом материале. Вы будете просто мазок класть не мимо формы, а прям по форме. Вы будете ее чувствовать. Заходите на мой сайт
или в описании будет ссылка на этот вебинар «Включайтесь в команду». Друзья, не скупитесь на лайки, комментарии пишите, задавайте вопросы и подписывайтесь на канал. После этого ролика я предлагаю вам еще одно кино, называется «Позитив в живописи». Ну, счастливо!